Добро пожаловать на канал «Кухня на троих». Сегодня приготовим очень вкусные котлеты без добавления хлеба, муки или овсянки. Для того, чтобы наши котлеты получились сочными, мягкими и, конечно же, вкусными, берем несколько луковиц. Нарезаем мелко. В разогретую сковороду налить 10 или 20 мл растительного масла. Высыпаем и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем 100 грамм сливочного масла. Оно придаст нашим котлетам вкус и сочность. Лук сильно не поджариваем, он должен получиться прозрачным, немного золотистым. Для котлет мы использовали два вида мяса. 1 килограмм говядины и 1 килограмм куриной грудки. Из специй мы берем 1 столовую ложку кориандра, 1 чайную ложку сухого чеснока, 1 чайную ложку черного перца, 1 столовую ложку соли или по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Остывший лук высыпаем в фарш и также хорошо перемешиваем. Если вы хотите лук перекрутить в мясорубке вместе с фаршем, перед обжариванием нарезаем его крупнее. После этого нужно немного выбить фарш, это способствует размягчению соединительной ткани. При выбивании масса обогащается мелкими пузырьками воздуха, становится более нежной, рыхлой. Выбивать котлетную массу долго не рекомендуется из-за отставания жира. Разделяем фарш на части для формирования котлет. В отдельную посуду насыпать панировочные сухари. Если вы не любите сухари, можете использовать муку или крахмал. Обваливаем котлеты в панировочных сухарях. Друзья, если вам нравится наш канал, не забывайте ставить лайк и подписаться. Это поможет продвижению нашего канала. Для обжарки котлет не используем много масла, так как фарш уже достаточно жирный. Достаточно 10 мл растительного масла. Обжариваем котлеты на средней температуре с обеих сторон. Котлеты получились сочные, мягкие и, главное, вкусные. Приятного аппетита!
Благодарим за просмотр.